Рамеш Балсикар, индийский гуру, ученик учителя Адвайта Веданты Шри Нисаргадаты Махараджа. Активно искать секса и случившийся половой акт – это два абсолютно различных явления. Что Бог сеет, то Бог и пожинает. Ваша природа фиксирована, и ваше развитие фиксировано. Не Гитлер открыл войну, война открыла Гитлера. Нет такого события, которое не было бы связано со всем остальным происходящим во Вселенной. Если бы у меня было одно желание, исполнение которого я мог бы попросить у Бога, то я бы попросил ничего и ни от кого не хотеть, даже от Бога. Вы никоим образом не можете контролировать последствия своих действий. Жизнь представляет собой безличностный поток, и вы не можете управлять ни своей жизнью, ни чьей-либо еще. Ваш выбор в конечном итоге – это то, что говорит вам делать мысль, пришедшая извне. Зачем людям читать книги? Для того, чтобы понять совокупление. Жизнь может быть воистину простой, если не бороться с ней. Как только делается выбор между правильным и неправильным, начинается болезнь ума, и так должно быть. Это часть жизни. Вы не можете вызвать мысль по своей воле. Карма – основа непрерывности жизни. Не можете принять, тогда страдайте. Все изменения, которые необходимы, происходят. То, что происходит, должно произойти. Единственное, что нужно сделать, это довериться. Один царь как-то сказал мудрецу: «Я дам тебе полцарства, если покажешь, где находится Бог». На что тот ответил: «Я дам царство вдвое больше твоего, если укажешь, где его нет». Человеческое существо живет вымыслами. Дети не нуждаются в том, чтобы кто-то рассказывал им о Боге. Вся наша жизнь подобна фильму, записанному на кинопленке, которая уже готова к просмотру и лежит намотанной в бобине. Мы просто выступаем ролями в этом уже готовом кино. Все, что должно произойти, уже произошло. Оно уже там в этой бобине, записано на этой пленке. Мы не можем этого никак изменить. Оно уже есть. Никакой ум не может создать мысль из того материала, из которого он состоит. Интеллект должен быть достаточно сильным, чтобы осознать свою собственную ограниченность. Существенный момент состоит в том, что никто не имеет контроля ни над ДНК, ни над средой, в которой организм рождается,
Никто не может выбирать себе родителей, и точно так же никто не может выбирать среду, в которой он рождается и подвергается обусловленности. Смирение по отношению к себе ведет к терпимости по отношению к другим. Если я несовершенен, как я могу ожидать совершенства от других? Что вы можете сделать для спасения мира, если все, что нужно миру, это быть спасенным от вас? Удалитесь из кадра и посмотрите, останется ли что-либо, что нужно спасать. Обычный человек, который не является ищущим, не переживает насчет эго. Ищущим уже с самого начала говорят, что эго – это бяка, ты должен от него избавиться. Кто должен от него избавиться? Эго не готово к совершению харакири. Оно будет сопротивляться. Поэтому-то в моменты покоя эго пугается и говорит: «Не трать время попусту, это смешно. Займись делом, делай что-нибудь». Мне всегда казалось, что, возможно, величайшая мудрость – это просто изумляться всему. Самореализация не зависит от усилий. То, что ты пытаешься найти, это то, чем ты уже являешься. Просветление – это полная пустота ума. Нет ничего, что ты можешь сделать, чтобы заполучить его. Любое усилие, которое ты совершаешь, может быть лишь препятствием к нему. Стоит тебе лишь прекратить бесполезное концептуализирование, ты будешь тем, чем являешься и чем ты всегда был. Истинное видение – не просто изменение направления видения, но изменение самого его центра, в котором сам видящий исчезает. Между чистым осознанием и осознанием, отраженным в виде сознания, существует пропасть, которую ум не в состоянии преодолеть. Отражение солнца в капле росы не есть само солнце. Любое переживание никогда не бывает фактическим, оно может быть только концептуальным. Каким бы ни было то или иное переживание, это лишь нечто, происшедшее в сознании. Для медитации тебе не нужна никакая цель, и это значит, что у тебя нет никаких ожиданий. В эти мгновения не ты находишь реальность, а реальность находит тебя. Просто посиди мгновение в тишине. Источником сознания является сознание. Сознание – это все, что есть. Проявление может принимать любое количество форм, но основой всего этого множества форм является сознание, без которого не может существовать ничего. Абсолютное присутствие есть вездесущий глаз размером со Вселенную. Оно представляет собой центр бесконечности, который видит все и в то же время не видит ничего, ибо является самим видением. Пространство и время, мужское и женское, субъект и объект, бытие и небытие – все теряется в потоке реализации. Все, что бы ни происходило в настоящий момент, является необходимым.
Поиск – это не вопрос понимания, это вопрос интуитивного постижения, но к нему нужно прийти через интеллект. Состояние неума – это не пустота идиотизма, а высшая степень бдительности разума, не отвлекающегося ни на какие внешние мысли. То, чем ты в действительности являешься, это то, чем являются все остальные, самим чувствованием. Так что ты – не ничтожное «я», представляющее собой объект, ты воистину являешься всем. Рамеш Балсикар. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.